Сколько сейчас времени? 23:13. Да уж, смена у меня сегодня будет длинная. И я так думаю, скучная. Ну и ладно, ничего страшного. Главное, чтобы все было хорошо, никто не покалечился, чтобы и пациентов не было. Дай-то Бог, дай-то Бог. Лучше уж мне будет скучно, но зато никто не повредит ничего. Здравствуйте. Добрый вечер. Нет, не мешайте. Это я так сама с собой разговариваю. Да, делать особо ночью здесь нечего, но как бы ни было, дежурный врач. Рассказывайте, почему вы здесь. Я вижу у вас здесь царапины. Вы упали. Ой, как мне жаль. Как же так произошло? Я поняла. Бывает, да. Это вы в этих штанишках были, да? Очень красивые. Мне очень нравятся. Да, но они действительно очень длинные и очень широкие. Да, можно с легкостью споткнуться. Да. Я понимаю вас, конечно, бывает. Такие ситуации нельзя предвидеть, но при этом они действительно бывают иногда самыми опасными. Представьте, если бы вы упали на колени и не успели бы взяться руками за асфальт, как-то себя опередить, да? Падение на колени — это очень опасно. Но это не ваш случай. Хорошо. Бывает, конечно. Не беспокойтесь. Я сегодня вам помогу. Сегодня я вас полечу немножко. Да, тут не все так страшно, как кажется. Это просто несколько царапин. Мы их быстренько просмотрим, продезинфицируем, обработаем. И дальше я вас уже смогу отправить домой. Хорошо. Сперва я продезинфицирую ручки, чтобы не занести вам никакую бактерию. Вы знаете, у меня буквально неделю назад, может быть 2, уже не помню, как раз таки вот такая вот похожая ситуация была. Да. Я пошла вечером за мороженым. Да. И надела тоже, кстати, очень похожие штаны. Они новые, широкие, красивые. Мне так нравятся. Но они действительно велики, мне кажется, все-таки на мой рост и вообще в целом на том, как я была одета. Обувь у меня была очень низкая в тот день, и я как-то вот, да, замоталась в этих штанах и, получается, хотела поставить ногу на асфальт. Там как раз дорога была очень опасна. Хотела поставить ногу на асфальт, а она у меня осталась в штанине. Представляете? И я упала на колени. Да. У меня как раз таки до сих пор колени. Да, в царапинах еще, да, заживают. Да, так что бывает. Бывает, надо быть очень осторожными. И особенно при покупке одежды. Стараться максимально, как это возможно, как бы ни было предвидеть, да? Чтобы штаны были не только красивые, но и удобные. Да. Ну, конечно, все не предугадаешь, поэтому максимально как получается, да? Так, сейчас я надену перчаточки.
слегка приближусь к вам, хорошо? Подойду поближе и просмотрю ваши ранки здесь. На личике. Так. Окей, у вас здесь вот я вижу такую самую большую, да. Она вас печет. Окей, я поняла. Угу. Дальше на подбородочке вот я вижу еще одну. Так, да. Болит. Окей. Закройте веки. Да. Здесь тоже я вижу, увы. У вас здесь есть ранки. Здесь не особо. Вот на вот этом вот веке я чуть-чуть. Вот здесь вот сразу под бровкой. Угу. Покажите мне, пожалуйста, ваши руки, ладони. Хорошо. Ладони в хорошем состоянии. Не поцарапали. Угу. Потому что чаще всего, когда мы падаем, мы всегда стараемся ручками удержать, да, весь вес тела, как бы обезопасить себя. И получается, что очень часто мы царапаем полностью в кровь ладони, да. Но это не ваш случай, хорошо. Угу. Так, у вас дальше еще есть какие-то где-то царапинки, где-то что-то печет, болит? Коленки, просто штанину поцарапали. Ну ничего страшного, бывает, новую купите, это не проблема. Хорошо. Так, ну что ж, сейчас я воспользуюсь таким вот дезинфицирующим лосьоном. Не волнуйтесь, он не будет печь. Мы даже на детках его используем. А детки очень боятся, когда они поцарапаются, они часто падают. Да. Что вот это вот надо будет дезинфицировать, оно будет все печь. Угу. Зеленка, да. Но это не наш случай, это очень нежный лосьон, очень мягкий, дезинфицирующий. Как раз таки подходит для таких открытых ранок, как у вас сегодня. Так, я сейчас открою. Угу. Сейчас вас продезинфицируем, и все будет хорошо. Нечего беспокоиться. Угу. Так. Хорошо. У меня здесь есть ватный диск. Нам один вполне достаточно. Одного хватит. Так. Немножечко лосьона. Так, и я немножко ближе к вам подойду, хорошо? И начну вот так вот дезинфицировать вам лобик вот здесь вот, где самая такая вот вижу глубокая ранка. Но вы не волнуйтесь, все заживет. А ну-ка расскажите мне, куда вы шли? Что вы так торопились, упали? За десертом? Понятно. Да уж, летом всегда приятно пойти за мороженкой. Да, да так спешили, да, что и упали. Такая же ситуация у меня была, прям точь в точь.
вам вот здесь на веки. Хорошо. Замечательно. Окей. Все. Ну что, пекло? Нет, да? Вы даже ничего не сказали. А значит, ничего не пекло. Я тоже забыла спросить, кстати. Я просто автоматически знала, что абсолютно не печет, не болит. Угу. Даже на открытой ранке. Оно как раз таки предназначено именно для открытых ранок. Да, потому что есть лосьоны, которые они как бы дезинфицируют, конечно, но очень сильно пекут. И знаете, тем самым они пересушивают кожу, сами ранки. И получается так, что ваши ранки, когда заживают, формируют вот эту вот сухость. И это абсолютно не помогает, потому что начинает очень сильно чесаться. Вы потом это все сдираете, оно заново заживает. А если мы дезинфицируем таким легким, да, лосьоном, таким даже увлажняющим, то намного лучше происходит, да, процесс заживления. Да. Так, дальше я вам хочу предложить нанести на ваши ранки крем, который будет вам дезинфицировать ранки, держать их в более, так скажем, чистой, если так можно сказать, атмосфере. Да. И тем самым, так как там есть в составе гиалуроновая кислота, будет вам увлажнять ранки. И вот тем самым, как я уже и сказала, не будет создавать вот эту вот излишнюю сухость, не будет вот это вот создаваться корочка, да, которая такая вот потом твердая и будет чесаться, да, вот это вот все. Благодаря вот этому крему мы это все пойдем стороной. Угу. Да. Поэтому я предлагаю сделать так. По крайней мере, я когда упала, у меня был вот такой крем дома, и я им пользовалась на протяжении недельки-две. Да, примерно вот 2 раза в день я мазалась. Хотите тоже? Прекрасно, хорошо. Я тогда возьму крем. Очень хороший крем. Кстати, я вам с удовольствием отолью немного крема в баночку маленькую у меня есть. И вы возьмете с собой домой, будете мазаться. Да, я пока вас буду мазать, чтобы вас сильно не задерживать. И параллельно вам расскажу, как лучше пользоваться этим всем. Смотрите, буквально вот такую вот капелюшечку вам хватит. Ранки у вас маленькие, небольшие. Не стоит их обильно мазать, потому что это наоборот не будет давать коже дышать, и она будет еще дольше заживать. А нам нужно, чтобы она была и увлажненной, и при этом хорошо заживала, да? Угу. Так, ну что ж, я снова вернусь к вам поближе. Начну мазать вот сюда на лобик. Смотрите, лосьон дезинфицирующий, ну, любой дезинфектор, 2 раза в день, утром и вечером. Хорошо? Ватный диск. Или можно ватной палочкой, как хотите. И слегка вот так вот протираете, да? Хорошо. Конечно, на веки тоже. Да. И подбородочек ваш. Так, хорошо. 2 раза в день. Далее берете вот столечко крема, совсем чуть-чуть. И наносите на ваши ранки тоже 2 раза в день. Каждый раз после дезинфекции. Хорошо. Ну и в принципе вот так вот я вам советую делать на протяжении 1,5 недельки. Печет? Я могу подуть, если хотите. Хорошо, да. Так, чуть-чуть подую.
Хорошо. Окей. Так. И вот я как говорила, на протяжении недельки, полторы, максимум 2. И у вас все пройдет. Не волнуйтесь. Так, вот здесь вот еще немножко. Да, я понимаю. Да, потому что лето слегка обидно, что может кожа загорит, да, и останется вот значочек, да. Но вы не волнуйтесь, не беспокойтесь. Это самая маленькая проблема из этого всего, так скажем, да, последствия. Все будет хорошо, не беспокойтесь. Вы об этом не думаете. И плюс ко всему, я вас уверяю, у вас настолько маленькая ранка. Она такая вот прям вот на поверхности кожи, что у вас не будет никакой особой корочки. Если вы будете пользоваться кремом, корочка даже и не сформируется, а если сформируется такая вот легкая, мягенькая, она вот это идет сама у вас, да, и все будет хорошо. Ничего у вас не будет видно. Загорите, не волнуйтесь. Так, дальше я могу вам предложить, если вы хотите, нанести вам вот сюда на ранку, на лобик, так как она у вас такая более видная из всех, я бы сказала, такая более глубокая, если так можно сказать. Но вы не волнуйтесь, глубокая как бы по сравнению с остальными, да. Такая вот стерильная, марлевая салфеточка, да. Мы можем нанести ее вам буквально такой маленький квадратик на лобик. Угу. И зафиксировать у меня есть специальный такой вот скотч для кожи, который будет вам удерживать вот эту вот марлю. Угу. И это буквально на первые 2 ночи. Ну, если хотите, естественно. Ну, вдруг вот там вы будете спать, там во сне себя поцарапаете, или об подушку там как-то ляжете на нее, да, чтобы не запачкать, ну и как бы ни было, чтобы поддержать ранку, ну, в чистоте. Как хотите, это не обязательно, это просто вот как я советую вам, как можно сделать, да, там уже смотрите вы. Нанесем, да? Угу. Хорошо. Хорошо. Я тогда возьму здесь пакетик. Так. Вот. И достану такую марлевую одну салфеточку. Она очень тоненькая. Да, конечно, я вам дам парочку домой. Конечно, конечно. Я вам потом сделаю пакетик такой. Положу вам туда несколько вот этих вот салфеточек. Буквально 5 штучек максимум. Больше вам не нужно будет. Я уверена, они вам и не понадобятся. Вот, положу вам немножечко крема. Вот, да. Увы, лейкопластырь не могу положить медицинский, потому что вот никак не могу вам его и продать тоже не могу. Да, можете в аптеку завтра пойти или дома использовать какой-то скотч, если у вас есть, да. Посмотрите. В любом случае может понадобиться купить в аптеке такой, чтобы дома был в вашей медицинской коробочке. Так, ну что ж, смотрите, я беру вот эту вот марлевую салфеточку. Такую вот тоненькую, она очень тоненькая. Я ее вот так вот складываю в такой как бы квадратик. Как раз вам вот, видите, вот здесь вот будет. И дальше я возьму вот это вот лейкопластырь, срежу буквально вот маленький кусочек,
заранее, да, чтобы уже он у меня был. Так, вот у меня здесь ножнички есть. Мгм. Замечательно. Ой, потянулась. Так. Вот этого хватит. Возьму марлю. Подойду к вам поближе, к лобику. И сейчас мы здесь вот так, кстати, я посмотрю, как будет лучше сделать, наверное, вот так вот. Так, вот примерно как-то вот так вот мы вам ее закрепим. Угу. Так, как-то вот так вот. Вам мешает? Нет, да? Удобно все. Замечательно. Ну, в принципе, все. А что еще? Мы продезинфицировали, мы увлажнили, покрыли стерильной марлей. И, в принципе, все. Я снимаю перчатки. Да. Ну что, было страшно? Страшно, да? Да, но всегда страшно. Вот эти все запахи медицинские. Да, я понимаю. Вот эти все вот всякие дезинфекции, не дезинфекции, марли, вот эти вот все, оно страшно, да. Я просто с этим уже работаю не первый год. Для меня это уже абсолютно обыденность. А для вас я понимаю, что как бы ни было, легкое волнение присутствует, конечно. Не волнуйтесь. Мы уже все сделали, все закончили. Я вас могу отпускать домой. Сперва я 2 минутки буквально отойду. Отолью вам немножечко крема, да? Совсем чуть-чуть. Капелюшечку вот этого крема. Вот. Лосьон дезинфицирующий у вас есть дома, да, уже? Угу. Прекрасно. Любой, который вы захотите, которым вы пользуетесь, да. Вот. И марлевые салфеточки парочку вам положу, да? Угу. Я думаю, 5 штучек будет более чем достаточно. Да, вот такие вот они. Тоненькие, тоненькие. Удобно, да, мягенько? Хорошо. Вот, ну я вам это все отложу в пакетик и через 2 минутки вернусь. Хорошо. А вы сидите